Всем привет! Привет всем, друзья! И вы на канале Рыбалка с Ильей Приваловым. И я сегодня на водоеме. Сегодня необычный выезд. Я записался на первые рейтинговые соревнования в Воронежской области. Вот. Так что сегодня будет, получается, экшен именно с соревнований. Ребят, смотрите, сейчас уже идет третий день, как идут соревнования. Я выбрался немного, времени высвободился, поэтому сейчас все по порядку расскажу, как что было дело, как да куда. Начнем, естественно, с жеребьевки и с сектора. На жеребьевке мой напарник выбрал вторую очередь, а я 10-й сектор. Мы находимся на водоеме Разинский, и 10-й сектор — это, наверное, самый желанный сектор, который может вообще на соревновании кто-то выбрать, кто-то вытащить. Вот. Потому что он находится, сразу идет корячник, зона тишины, и, естественно, когда мы вытащили, мы думали: о, классно, все, отлично. Но судьи сказали всем абсолютно участникам: мы ваши сектора развернем так, как считаем нужным. И они нас развернули. Вот, развернули они нас на 45 градусов вправо от коряжника. То есть, если в корягах сейчас плескается рыбка, мы иногда ее посматриваем, то на самом деле мы вправо на 45 градусов как раз и ловим. Далее 15 метров от куста до куста. Мы с напарником пообщались и решили сделать все проще. Мы выбрали центр сектора и отмаркировались в эту сторону. И решили заканчивать где-то от середины русла до того места, где у нас край, чтобы не пропускать рыбу к соперникам туда. Кормить этот участок, но в основном делать акцент на середине и на крайней точке. Чего мы придерживаемся уже до сих пор. Эта тактика работает. По итогу у нас оказалось, что там такая лагунка. И сразу буду говорить по оборотам. То есть оборот у меня колышко 4 метра. А высота поплавка — это бананы 30 сантиметров. В общем, у нас точка 17,5 оборотов по колышкам. Это крайняя точка туда. Дальше идет такой свал, там ракушатник. Это самая, наверное, одна из самых перспективных точек. Вот. Но мы, когда маркировались, там, получается, идет свал, ракушатник заканчивается, и потом идет ровно ил, а потом идет выход. Выход идет где-то в середине этого русла, и вот так выход идет, приямочек, и дальше пошел выход сюда. Вот именно на этом выходе у нас вторая точка. Это 8 оборотов по колышкам. И, кстати, она вчера хорошо работала днем, потому что амур не клевал, а именно карп с нее шел неплохо. Мы взяли рыбку. Вот. А именно с крайней точки там и карп клюет, но больше амур. Ну, амуров у нас немного, поэтому будем считать, что карп тоже хорошо клюет. Но это не важно. Оттуда днем молчала рыбка, но периодически проскакивает. Вот. Потом, как оказалось, вообще на самом деле судья ходил там, смотрел с той стороны, там свои дела. Потом пришел, и нам сказали, что вам повезло, ребят, там такая лагунка, и в нее ручей втекает. Ну, хочешь какое-то преимущество, я этого не скрываю. Значит, мы правильно точку сами нашли, не зная того, что там ручей. И отмаркировались, и там ловим. Вот. Смотрите, у нас стоит 4 удилища, 2 на 17,5, 1 на 8 и 1 удилище мы закидываем ближе, дальше, ищем ей. Но пока рыбу не нашли. То есть одним удилищем у нас, как говорится, она поисковая. Вот, мы еще не нашли. Вот. Тактика понятна. Когда я сюда собирался, я собирал больше бойлов. Отварил только одно ведро зерновых, конопля, кукуруза плюс пшеница, не дробил их, а просто отварил, думаю, ну вдруг понадобится. Вот. А в основном мы хотели сделать просто закорм на бойлах пылящих и варенки. Ну и по факту получилось, что немного мы ошиблись, надо было побольше зерновых. Потому что ребята, которые с нами конкурируют и сейчас идут на первом месте, они сходу начали кормить зерновыми дробленными и ловить амуров. У них большое количество поклевок было, и, естественно, амура они взяли много. В первый день очень хорошо амур клевал, потом амур притих. И сейчас мы вот добираем именно не амурами, а именно карпами. Картинка как альпийская. Зеленая трава, красивая водичка.
приятная природа. Да? Но это со временем. Время вышло. Да. Берем рыбу, перекладываем. Нажимаем высоко, чтобы не ударить. О. Идем, не торопимся. Аккуратненько. Лег, сорванец. 50. Человек будет. Все. 10 на 3. 10 на 3. Видим? Да. Согласны? Да. Супер. Вот так, рукой прямо вот так держал. Так и держал. Я просто ему не имею права за жабры брать, я его за плавник максимум. Да. Давай, Маленько на улыбайся. себя наклоните. На себя спину наклоните. Чего? О. Отлично. Ну кто улыбнется? Улыбайся, Леха. Сейчас, секунду, сейчас. Потом спокойно. Давай. Отлично, все. Все, выпускаем. Тише, мой хороший, тише. Ох ты. Возвращайся на повторное взвешивание. Правильно? Раза 4, 5, 6. Один и тот же. Да. После каждого вывели мы прикармливаемся всегда. 5 помбов, но должно быть. Опа! Фух ты. Ребят, ну наконец-то на точку начало подходить что-то. Сейчас карпик. Держи. Не, надо давай вытащим этот. Вначале оснастку. Оснастку. Держи хвост. Да, она прижата просто. Но он четко прям в это шел, в коряге. Да, он, слушай, и топил так. Он не дошел метр до коряга. Убирай. Держи. Нет, Какой метр? Да полсантиметра оставались до коряга. чуть-чуть не дошел прям до коряги. Слушай, красавец. Смотри какой. Иди. Сейчас. Вот такой. Ну я где-то 7-8, да? Да. Мне кажется 7-8. Где-то так. Держи так. Даже держи. Леха сегодня у нас суперзвезда. Фоткается с большой рыбой постоянно. Пикнет там, Саша, замок ставит. 8 860.
8 до 760. Да. Нет, не хочет. За хвостик погонять, что вперед назад. То ли зацепился он мордой чем-то. Давай уже. В спине стоит? Все, не, все выше. Солнце ярко ужас. Еще, кажется, 8 часов только, 9 нет. Да, кстати, 8:30. Не, вот спамбят они, ребята. Я говорю, начали спамбить, да, они это начали. Ну, мы начали кидать, и все начали. Да потому что мы единственное Кто задали вопрос этот. Никто не задавал вопрос по поводу можно или нельзя. А судьи тоже ничего не говорят. Все, последнее, дальше, дальняя следующая дистанция. И прям хочется вообще с 2 палки, как поехали. Прям 2 палки? сразу, да. Лучше 3 палки. Что вот это вот плывет? Что делать? Посмотрим. Так, что это у нас? Банан скопится. Да, уберу от Давай. Вот такая переменчивая погода. Уже второй то день, то дождик, то еще что-то идет. Но все равно красиво. Такая альпийская напротив заставка. Мой напарник сказал, раньше Windows было. Я с ним согласен. Красота. Итак, ребят, вы, как говорится в нашем шелтере, мы один шелтер поставили на помост. Здесь у нас на помосте шелтер, мат карповый, мешки карповые, 2 подсака, 4 удилища. И вот все, что связано, вот это барахло с насадкой, прикормкой, бойлы здесь вот стоят. Все. А спим мы в палатке отдельно. Сильно даже вот разбирать не буду, это вот наш творческий беспорядок. Но я думаю, всем интересно все равно увидеть, что, как, на что мы ловим. Смотрите, я перепробовал вот много чего, вот правда, много чего. И перебрал все остальное. Смотрите, больше днем амур и карп, именно с дальней точки, где там вот меляк, там ручеек течет, там выходил, и там были поклевки. Поклевки были вот на банан, вот этот скопикс, вот у нас крючки. Крючки пришлось двойки поставить, потому что у нас было 4 схода. У меня лично. Мой напарник все вытаскивает, а у меня какая-то черная полоса. И мы приняли решение, что он теперь вываживает, потому что у меня идут сходы, а нам каждая рыба вот важна, поэтому он вываживает, а я подсачиваю. Ну и мы поделили некоторые обязанности там по прикормке, все остальное. Вот так, как удобнее там нам. Не договаривались, кстати. Просто. Один делает одно, другой делает второе, все друг другу помогают. Вот. Банан скопикс.
Alkaline Pear, ну, это кислая груша. Вот, поклевки были. Это именно то, что касается попапов. Вот, делаем все со стиками. Стики делаются вот прямо вот здесь. Мы мелим. Вот. И сразу же здесь замешиваемся, пропитываемся и свежие стики сразу закидываем. Напарника уже вот от круши вот такие бицепсы накачал. Он прям это говорит: я сейчас покрушу. Я ему дал пелец крушить, потом бойлы. А он говорит: давай еще пылики. Ну, пылики он не осилил. Но бицепсы у него уже вот такие. Все отлично. Накачали человека. Вчера был необычный проход карпа, и именно карп клевал с середины. И мы взяли 3 рыбы с середины. Насадка была простая. Так, сейчас покажу. Вот. С красной и желтой шляпкой. Есть такой вот бойл, мне он очень сильно понравился. Кислая груша и с хот-демоном. Но вот кислая груша, как бы вам показать, давайте сейчас поближе покажу. Вот. Опа. Вот, смотрите, видите? Они разноцветные. Здесь 3 цвета. Вот здесь 3 цвета: желтый, розовый и такой салатно-зеленый. Ребят, запах бомбический. Сисимур 100%, ну вот, именно запах. Вот. И вот как раз я беру желтые шляпки от него. И у меня вот здесь баночки хот-демон. Я просто отдельно отсыпал. Хот-демон в пачках продается, больших. И делаю либо стики, либо вот такие, как через ПВА нить у меня. ПВА лента уже закончилась. Я вот насаживаю и закидываю. Вот либо желтый, либо красненький вверх. И да, работает. Но это он работает именно на середине. А вот где вот 8 оборотов от нас, точка посередине водоема. На выходе там так рустится выход, и как раз вот точка стоит. А вот именно на дальней точке им там лучше попапа именно работает. Вот. Ну, в ночь пробуем, экспериментируемся и закидываемся. Здесь не весь ассортимент того, что я перепробовал попапов. Я пробовал стики Бейтс, я пробовал динамит Бейтс, я пробовал скорики. В общем, весь запас, который у меня был, я все это попробовал. Ну, вот примерно остановился вот на тех вариантах, которые есть. Именно вот бойлы, которые выявил опытным путем, они и клюют. Почему? Ну, это, наверное, специфика водоема. Он прям Илюх, он прям сильно упирается. Леша, не торопи. О, нормально. Все, хапнул воздуха, все, хапнул. Хапнул, давай. Потихоньку. Давай. О! Есть, Леха. Класс. Ух ты. Слушай, а красивый такой. Хорош. Слушай, он красивый. Ну, просто все. Чешуя такая. Такая большая зеркаша с такой большой чешуей. Обалденный. Ух, как заглотил, красиво. Посмотри, какой крючок, двойка, блин. Двойка крючок. Почти порвал. Уже почти порвал, да. Я тебе говорю, я его держал очень крепко. Ты говоришь, типа это, я его очень крепко держал. Ну, где-то 6-7 есть. Такая красивая зеркалочка. Смотрите какая. Леха, иди смотри. Класс. Смотри, она красивая, ну правда. Красавец. Красавец мужчина, да? Ловлю профессионально, видишь? Профессионал, потому что. За ту сторону какую нужно. Так, это было. О, шок-лидер пошел, все нормально, Леш, ты вытащил его. Коряги не будет. Вот шок-лидер, вот, видишь? Все. Ты его в серединке держишь, Леш. Все нормально, Леш. Он небольшой. Но нужный. Он небольшой, но нужный.
Нет, друг. Нет, друг. Тебя нельзя мне отпускать. Давай еще. Вот так. Вот он, молодец. Молодец дома. Все. Есть. Ну, ты его ломаешь, когда этот пидор нас оттуда хоть ему не идет. Леха, улыбочка в кадр. Хороший. Вес хороший. Фиксуешься сразу, да? Да, сразу. Пусть лежит готовый. Я считаю, что это будет правильно. Не, мы сфоткаемся, как светим. Не, прям вот, кстати, вот отдать должное, с родподом было хуже. Так, что, намочить? Да, в обязательном порядке. Не, вот, А тут онлайн идет? Положи, полей. Онлайн идет? Это сектор номер 10. Он должен быть в призах. А ты что, пытаешься... Хороший сектор. Она снимает? Да. Я просто разговариваю, там нарежешь что-нибудь. Нет, ты разговаривай. Итак, вечернее взвешивание у нас пятница, 21 мая, 10 сектор. Я первый раз вижу человека, разговаривающего с камерой. А я люблю это делать. Разговаривай. Меня заставила это делать пандемия в силу Разговаривай, своей нет, разговаривай, работы. Саша, разговаривай. Я вынужден был это делать. Я понял. Если бы мы всю рыбу вытаскивали, Да, было бы шикарно. Думайте, мудрите что-то. уже 15 раз намудрили. Красивая, вот эта рыбка красивая. Внимание, вес. 4920. 4920. Согласны? Да. Забираем, отпускаем. Вас трое, нас двое. Фотографироваться будет? Не, мы уже сфоткались. Вот это хороший, можно сфотографироваться для мина. Он, кстати, красивый, да? Да. Да, у него такая крупная чешуя. Угу. Держишь прям такой. Красавчик. Вот такой. Да, пожалуйста. Да нет. Нет, до 8 не дотянул. Сколько там? Сейчас. Сколько? Внимание, вес. 7745. Нормально. 745. Вес видим? Да. Согласны? Да, согласна. Забираем, фотографируемся. Они не едят рыбу, они отпускают ее. Соревнования, поэтому отпускаем. Надеюсь, что это черный юмор. Да я это вырежу. Я это вырежу. Не расстраивайся. Красиво вообще. Вот так уходит настоящий карп. Последний малек. Да, он самый маленький. Не, мы хотели карасей собирать, но не стали вон на взвешивание. Внимание, вес. 3310. О, нормально. Вес видим? Да? Все, берем. Снимай его, Леха. Ну, давай. Давай, торпедка. Он не хочет уходить. В другую сторону развернулся. На крючок и заново. Да, возвращайся. Ребят, ну по прикормке, если вы видите, ведра. Изначально я не планировал вообще пользоваться прикормкой сильно, зерновыми, там, пеллетсом и всем остальным. Ну, как бы не считал нужен, водоем небольшой и планировал вообще кобриться. То есть я взял 2 кобры, взял пыликов, попросил, чтобы мне дали некондиционных, вот, и своих там, вот, пылей взял. И взял бойлов, видите, вот бойлы. И делал такую смесь, то есть пыликами
пыликами со старта мы закормились и пошли. И я сделал ведро. В общем, что я делал? Я в ведро замачивал бойлы, которые у меня были в наличии. Я их замачивал, и где-то часа через 2 начинали выкидывать с пыликами. Вот, видите? А вот эта жидкость, вот такая насыщенная, то есть мы добавляли разные вкусы ликвидов. Вот, ликвиды у меня стоят. Криль, там, мандарин, тигровый орех и еще там пару ликвидов разных. То есть засыпали, залили воду. Но потом я не стал менять воду каждый раз, а в ту же самую воду заливал. И там получается микс такой вот этих ароматов стоит, и в который прописываются именно бойлы. И мы закидывали это все с кобры. Ну, ребята начали активно на первом, там, на 3-м секторе ловить амура. Ловили они на зерновые, но в основном на зерновые дробленые. Поэтому у меня было ведро, и мы приняли решение, что мы будем к этому всему докармливать ведро. И сейчас я вот взял прикормку и будем докармливаться. Что мы, как говорится, и делали. То есть было ведро кукурузы нам на 3 дня и ведро пеллетса. И мы с напарником начали мудрить, экономить и как-то делать. Брали 3 ковша пеллетса. Его сразу пропитывали ароматом. Сейчас день. В ночь мы ароматы ставили рыбные, а днем ставили именно ароматы такие сладкие. Вот это мандаринчик и тигровый орех. То есть мы вначале делали закорм зерновыми со 2-го дня, а потом чуть-чуть кобры подкидывали. Вот пылики. Вот. И также 3 совка. Здесь сваренная, есть на канале рецепт, там сладкая кукуруза для карпа, дешевая. Вот. Только на основе конопли. Коноплю вначале варю, потом добавляю кукурузу, вывариваю час конопля, час кукуруза, а потом уже добавляю и час варю с пшеницей до конца. И все это разваривается очень сильно. И этим кормлю. 1, 2, 3. Привлечь. Именно привлечь не только карпа, но и амура. Как-то надо тянуть рыбу либо из коряжника нам сюда, потому что нас развернули, а развернули далеко. Либо оттуда, если пойдет ветер туда. Вот по бойлам, какие я бойлы использовал, вот который варенка. Если пылящий у меня лосось, то варенка у меня тигровый орех, краб спайс и еще там мандарин. Вот как раз этими бойлами, варенками мы и кормимся 2-3 часа. Поэтому вареные бойлы обязательно добавляем. И немного вот этой жидкости. А здесь запахов куча просто. Надо быть готовым, я так понимаю, ко всем случаям в жизни. Где-то нужны бойлы, где-то зерновые. Но это первый мой опыт именно спортивных соревнований. Вот, сейчас мы идем на 2-м месте. Пожелайте нам удачи, не хвастань шии. Все-таки хочется дойти до 1-го. То есть мы вытащили, все увидели. Да, я понял, так. Мы же с коряжником берем рыбу. С коряжником держишь? Обратно петлю. Ну, все добраться. Да, все добро. В общем, будем кормиться, пока вот там горка не появится. Рельеф не изменим, будем кормиться. Ты зацепил, да? Я шаг назад. Сука, а паровозят все у нас поклевки тихо, потому что идут в бок.
Они даже не проводят. Они не проводят, да. А ты, главное, смотри на леску. Я смотрю, что леска уже все, она уже лежит. И она уже в бок я идет. смотрю вон туда, показываю сюда, на леску. А я-то смотрю сюда на леску. Я в упор смотрю. Там, зачем? Я там ее не вижу. Понимаешь, надо вот так по леске смотреть. Если Так она вот так нет, лежит, я говорю, я по леске смотрю, что она уже легла, и она уже в бок идет. А вот ты мне когда... все говоришь. Думаю, что ты мне говоришь, если я все вижу? И, кстати, специфика водоема, переходя к ней, водоем очень сильно изменился. Правда, вот был два года назад, рыба стала крупней, рыба стала по-другому кормиться, и рыба стала по-другому клевать. Это вот особенность, которая есть. И по насадкам, самое главное, у меня было 2 поклевки. Первая поклевка, самая, которая произошла, я стал тянуть, была не засечка, видать, амур клюнул, он потащил прямо так вдоль берега. Крупная рыба была. Вот. И что произошло? Он его просто выплюнул. То есть он даже сильно не дотащил. Крючок был маленький. Я поставил Хайбутс К1 6. И она его, получается, через кость не засекла, он его просто выплюнул. Вот. Также пробовал ловить на комбинированные поводки. И был один сход обидный. Там небольшая коряшечка есть. В общем, комбинированный поводок просто порвался. И я перешел на поводки в жесткие оплетки и увеличился до 2. Хайбутс К1 2. И тогда засечки стали происходить хорошие. И так как рыба крупная, и у карп, и амур, мы стали его брать наконец-то. Поэтому по крючкам я мельчил, но вот не получилось у меня на мелких крючках остаться. Поэтому рыба каждая нам дорогая, и мы ушли такие, ну, на более большие крючки, которые засекают хорошо. И карпа, и амура. А здесь уже крупная рыбка. К нам прилетели судьи. Вот такие мухи у нас летают. Где-то 3-4 кулака человеческих. Улетела он, заморгала красным задом и улетела муха. Какие мухи-то пошли, а, сейчас? На 3-й день вышло солнце, первые 2 дня были дожди, и ветер дул в дамбу. Соответственно, рыба такая, как там амур, смещалась в ту сторону, скорее всего, ну, с моей точки зрения. И сейчас подул наконец-то в коряжник ветер. Он так крутит чуть-чуть, но с утра хотя бы подул. И сейчас солнышко стоит. Так, ребят, прикормились. Мы кормимся где-то раз в 2 часа. И полный перезаброс всех оснасток. Это ближайшая точка. У нас сейчас 3 точки. 2 основных и 1 мы ищем. То ближе, то дальше. То есть в поиске. Ну все, пожелайте нам удачи. Мы хотим выиграть. Да не успел. Не успел, видишь? А мне хочется же, чтобы молодые почувствовали, что они тоже могут. А? Давайте. Положим. На бок. Он будет плыть, если ты будешь вертикально бежать. А вообще, чтобы он утихомирился, нахрен я как-то нас переложить. Все. Аккуратнее. Там у нас Вот он вес. Да. нормально. Внимание, вес. 7705. 7705 нас устраивает. Видим? Да. 7705. Все, берем, отпускаем. Сейчас пойдешь к папе, к маме, сестренкам, братья. Давай, бабушку, дедушку зови. Да, дедушку, бабушку зови. Мы ждем. Им привет. Тебе удачки.
Привет, друзья! Последнее утро, сейчас 5 утра. До конца соревнований, получается, у нас в 11 заканчивается. Решающее, как говорится, для всех нас. Ну, нам есть что решать, потому что мы вчера были на 2-м месте. Потом нас сместили к вечеру. Наши ближайшие преследователи, поймав 2 рыбки. А мы днем не смогли поймать ничего. Это был, наверное, самый такой тяжелый день, когда сидишь, ну и нет поклевки, и не понимаешь, что делать. Но к вечернему перезабросу мы разобрались в ситуации. Правильно все сделали вечером. И у нас был амур больше 7 килограмм. Мы сдались, естественно, вечерний протокол уже не было, уже это было к ночи, где-то часов к 10 ночи. Вот. И был потом обидный сход часов около 12. Прямо здесь, ну, видать, карп не засекся. И сейчас я пью утренний кофе. Раньше в спортивных мероприятиях, именно где разряд дают, все остальное спортсмены участвуют, я не участвовал. Теперь я понимаю, что это настоящий труд и самоанализ. Если на обычной рыбалке вы можете сказать, ну, не клюет рыба, то здесь у вас, ну, вы не можете этого сказать. Потому что где-то ваши есть косяки. И мы пока вот рыбачили, мы там первые косяки сходу были с монтажом. Быстро подобрались, сориентировались, решили. Потом пошла работа. Мы поняли, что проигрываем, по карпу выигрываем, а по амуру мы проигрываем. Начали делать по прикормке. Прикормку все наладили, поставили. Вроде бы амур, карп есть. И последний день мы просидели где-то 18-19 часов без поклевки, не понимая, что происходит. А вечером пришла идея. Я загнал, говорю своему напарнику, сходи наверх, смотри, как я забрасываю. И оказалось, мы не туда кидаем. То есть рука замылилась, глаз замылился, в одной плоскости смотришь, не понимаешь, где ложится. Кажется, что вот в одной плоскости ты кладешь вот как обычно, а мы не докидывали. И как только мы докидывали, сразу взяли амур. Поэтому с утра встав... кстати, и еще косяк. Ну, я не знаю, по какой причине. Но, в общем, наверное, это все-таки нервы. Сигнализатор не включили, перезакинулись ночью, правильно все поставили, и в корягах все, так как сигнализатор был отключен. Ну, нервы, говорю все честно, вот. И поэтому все эти ошибки ты анализируешь, понимаешь, почему ты не ловишь, как бы мозг работает в два раза в том направлении, как бы еще поймать рыбку и остаться на своих местах. И это очень интересно все, и... Сейчас вот встали с утра, напарник разбудил, мы посмотрели, куда мы закинулись. Чуть-чуть поменяли опять точки лова с нашей точки зрения, где будет. Прикормились коброй. И напарник говорит, а я устал, пойду прилягу, а я буду дежурить. Вот. На самом деле все интересно. Почему? Потому что ты выясняешь свои минусы в себе. Спорт — это больше всего борьба, наверное, когда ты за какое-то место борешься с собой. Когда это фестиваль, ты можешь там пить пиво и отдыхать, общаясь там с секторами, с всем остальным. А здесь ты понимаешь, что здесь твои реальные соперники, и надо что-то сделать для того, чтобы поймать. И думаешь, как, что, где. А оказывается, косяки то в прикормке, то в монтаже, то в дальности заброса. И с этим ты работаешь. И хорошо, что мы понимаем, в чем наш косяк, и быстренько исправляем его. Ну вот, время упущено, и приходится догонять. На самом деле, как бы количество сходов у нас, к сожалению, большое из-за неопытности. Вот, плюс некоторые косяки там, которые я назвал. Так бы мы, в принципе, имели шанс на лидирующей позиции. Но отсутствие спортивного опыта нам дает щелчок по голове, как говорится. И говорит, думай. Вот. С утра наслаждаюсь природой, пью кофе и думаю, что дальше, как ловить.
Ну все, ребят, сейчас итоговая таблица будет, и мы сматываемся 11 часов. Сейчас пойдем на награждение, смотреть, кто что выиграл. Надеюсь, ну, мы тоже что-то выиграли. Посмотрим. Итак, мы собираем вещи. Я вас поздравляю с окончанием первого нашего турнира. Вы все большие молодцы. Вы были все стойкие, упорные. Вот, работали и верили в победу до конца. Я рад, что вы прошли этот путь. Кто-то впервые, кто-то подтвердил свои навыки. Так что вы все большие молодцы. Сейчас немножко статистики, чтобы вы все понимали, с каким результатом мы закончили данное соревнование. Всего поймано 44 рыбы. Общим весом 239 килограмм 20 грамм. Со средним весом по водоему 5 килограмм 432 грамма. Ну, в принципе, я считаю, для этого водоема достаточно неплохо. Что хочется сказать? Все молодцы, все старались. Видно было, когда ходишь ночью, работают, значит, все честно боролись, честно работали, специально ходили ночью, всех проверяли по несколько раз. Итак, номинация стандартная, да, классическая, которая на всех турнирах присутствует. Это Big Fish турнира. Соответственно, это LM Carp, 4-й сектор, 14 килограмм 590 грамм. Парни красавцы. И пакетик. Еще раз я вам Поздравляю. И вот это все вам. Вот это все забираем. Неофициальная часть вам. Скажите спасибо тем, кто ее спасибо. составил. Спасибо. Поворачивай туда, чтобы на камеру было. И вот это тоже все ваше, парни. Все тоже ваше, забираем. Красивые кубки. Да, призме. Кубки держите. Да. Вверх кубки. Хорошая рыбка. Ну а теперь призеры. Третье место. Команда Карпятники. 45 килограмм. 755 грамм. Третье место. Выходим. Оп. Держите. Оркестр. Оркестр. Спасибо. Прошу на пьедестал сразу. Второе место. Арса. 51 килограмм. 755 грамм. Это ваши призы. Потом разберете, посмотрите и с ними сфотографируете. Долго и упорно. Красиво. Ну и что, первое место. Фук 36, 56 килограмм, 85 грамм. Удержали все-таки первое место. Поздравляю вас. Давайте на пьедестал. Нормально. Чуть-чуть эмоций. Ну, кубки вверх! Ура!